Когда Михаил позвал Машу замуж, то она и не раздумывала, согласилась сразу, хоть любви никакой и не было, да и, видимо, не дождется она этой самой любви. Кому нужна серенькая мышка с болезненным видом? Но, несмотря на свою худобу, с деревенскими делами она справлялась. Огород всегда был в порядке, в доме чисто. После того, как не стало и отца, она и дрова колоть научилась. Вот только парни за ней не бегали. Да что не бегали? Они даже особо и не смотрели в ее сторону. Только соседка Екатерина Павловна успокаивала девушку, что еще будет у нее счастье. И вот ни с того ни с сего пришел Миша со своим предложением. А Михаилу тоже надоело жить одному. Девчонки вокруг него всегда вились, но были они не такими, как его мама. Сразу видно, что в голове у них ветер, да и все как одна мечтали уехать в город. А Мише нравилась деревня, и как-то, проходя мимо дома Маши, он заметил, как девушка справляется с огородом. Вспомнил, что рассказывали о ней бабушки на лавочках. В клубе он ее никогда и не видел. И тут он решил, будь что будет. Согласится, значит полюбит. Не полюбит, так уважать точно будет. Вот так и строилась их семейная жизнь. Сначала только на одном уважении друг к другу. Первая, у кого появилась любовь, была Маша. А после рождения Егорки она уже вовсю обожала своего мужа. Это сразу читалось в ее взгляде. А Михаил после рождения Егорки еще больше зауважал свою супругу. А потом как-то посмотрел на свою Машеньку, играющую с Егоркой на траве, и тут понял, что жизни без них не представляет и любит сильно-сильно. Изменилась тогда у них жизнь. Все еще больше ладиться начало. Но когда Маша поняла, что она ждет еще ребенка, Михаила уволили с работы. Нет, он не был плохим сотрудником. Уволили тогда многих. Хозяин сокращал производство и, как говорили, что скоро совсем закроют. Не хотел Михаил уезжать далеко от своей семьи. Да выбора не было. Скоро родится еще ребенок. Надо зарабатывать. Уезжал на 2 месяца. Приезжал на 1. Был дома, когда Оленька родилась. Маша тогда заметила, что на дочку он не так, как на сына любуется. Но Михаил отмахнулся от жены. Мол, устал сильно, что даже радоваться сил нет. Уговаривала его Маша остаться дома, но Михаил не согласился. Замечала она, что и уезжает он теперь не так, как в первый раз, а даже как-то спешит уехать. Вот и на день рождения дочки не приехал. Сказал, что ей всего лишь годик, и она не вспомнит, кто был дома, а кто нет. А у него работа. А еще через месяц позвонил и сказал, что не приедет больше. Деньги для детей будет высылать. А там, на севере, он влюбился. Давно Маша не пила таблетки для сердца. Как-то в заботах даже забывала, что оно у нее больное. А тут как схватила, что еле до аптечки добралась. Сидит рядом, дышит тяжело. Благо Екатерина Павловна к ней заглянула. Узнав, из-за чего Машенька такая бледная, тут же побежала к фельдшеру. Иван Дмитриевич настаивал, чтобы Машенька легла в больницу. Соседка говорила, что присмотрит за детьми, но Маша не согласилась. Так прошла неделя. Старалась ради детей брать себя в руки. Егорка проснулся раньше обычного, и как только вылез из-под одеяла, понял почему. Было очень холодно в доме. Он оделся, не стал будить маму и взял букварь. Так прошло 2 часа. «Мамка, мамка, ты что спишь? Вставай, мамка!» Егорка тормошил мамку, а она не отвечала. Уже и Олька проснулась,
и стала задирать вверх толстенькие ножки с круглыми пятками, а мамка все спит и не просыпается. Дома холодно. Егорка пошел, дров из сеней принес, в печку дров наложил. Думает, мамка, видимо, замерзла, спит крепко. Ищет спички Егорка, не может найти. Мамка высоко прячет. Олька орать начала. Еле вытащил Егорка из кроватки ее. Попа мокрая и холодная, вся рубашонка до спины сырая. Усы, куха, ну что ты, холодно? Холодно. Мамка устала, спит. Сейчас встанет, печку истопит. Подожди, вот каша есть, давай я тебя покормлю. Кормит холодной кашей Егорка Ольку. Та, словно голодный голчонок, хватает. В руку Егоркину ручонками своими цепляется, в ротик тянет. Проголодалась малая. Егорка и сам есть хочет, но он не маленький. Ему в школу уже скоро. Вот пройдет зима, потом лето, а потом Егорка в школу пойдет. Почему же так долго мама не просыпается? Что такое? Холодно-то как? Закутал Егорка наевшийся Ольку в теплое одеяло, переодев ей рубашонку предварительно. Сам укутался, хлеба с молоком поел, сел сказки Ольке рассказывать, не забывая периодически маму звать. Но мама молчала. Кто-то в дверь постучал. Побежал Егорка дверь открывать. Это тетя Катя, соседка. «Хозяева, вы что спите до обеда? Уже скоро вечер, а у вас все печь нетопленная. Маша, Маш, Егорушка, а что вы одетые?» Мама не встает. Не выдержал и заплакал Егорка. «Как? Ох ты, боже мой, Маша, Маша, да что же? Егорушка, живо идем, идем к нам». Тетя Катя подхватила Ольку, укутанную в одеялко, схватила Егорку за руку и, охая, побежала к себе домой. «Уля, Ульяна, возьми ребятишек, дочка, покорми их. Я сейчас к Ивану Дмитриевичу сбегаю». «Ох, мама!» Тетя Катя что-то зашептала быстро на ухо Ульянке. Та закрыла рот руками, подхватила Ольку, позвала Егорушку. Егорка маму потом увидел еще. Ему сказали пойти, попрощаться. Мама красивая такая лежала, с цветочками. Бабушки, что сидели рядом, плакали и толкали Егорку к маме. Она была холодная. Егорка потрогал маму за ручку. Папа приехал. Он забрал Егорку с Олькой. Долго плакал папа и звал маму по имени. «Маша, Маша, что же мне делать теперь?» Плакал папа. Егорка решил, что папа не знает ничего. Он подошел и потрогал папу за руку. Рука была теплая. «Папа, маму в землю закопали. Я бросил комочек. Она не сможет прийти, папа». «Я знаю, знаю, сынок. Это я виноват». Плачет папа, рвет на себе одежду. Пришла тетя Катя. «Михаил, ты хоть детей покормил?» Папа сидел, опустив голову, отрешенно глядя перед собой. «Это я, Катя, виноват». «Да ладно тебе, что уж теперь? Ты что думаешь, обратно поедешь или с детьми останешься?» «Куда я?» — усмехнулся. «Наездился уже». «Не вини себя, со всяким может случиться. Ну, погулял. Маша твоя сердце мучилась, а тут, конечно, перенервничала. Ладно, Миша, погоревал и хватит. Пора приниматься за дела. К председателю сходи, он тебя примет назад». «Да знаю, Катя. Спасибо тебе, что помогаешь». Егорка в это время сидел в уголке и тихонько плакал. Он очень скучал по мамке, а через неделю, как папка вернулся, к ним приехала тетя Зоя. Она называла детей сиротками, громко ревела, хозяйничала в избе,
поубирала мамины вышитые рушники и подушки и велела называть ее мамой. Папка стал приходить домой мрачный. Они садились с теткой Зоей и пили красненькое. Егорка не мог называть тетку Зою мамкой. Не мог. А Олька маленькая. Она может. Она не помнит мамку, а Егорка помнит. Тетка Зойка стала обижать Егорку, и папке на него жалится, а тот слушал, взял и избил Егорку. Олька плачет, а Егорка нет. Решил мальчишка сбежать из дома, да только как Ольку бросить? А тут бабушка приехала, просит отдать ребятишек. Егорка хоть и плохо знает бабушку, но все же лучше с родной бабушкой, чем с теткой Зойкой. Да папка не отдал. Тогда решил Егорка, что точно уйдет, в город уедет, там бабушку найдет, мамкину тетю, которой папка не отдал их с Олькой. Собрался, с Олькой попрощался, пообещал обязательно ее забрать, только дай до бабушки добраться. Олька будто поняла, что в рубашонку вцепилась, ревет, отодрал пальчики сестричкины и пошел. Идет, нос вытирает рукавом рубахи, что на локте дырявая. Нет мамки, некому и зашить, слезы глаза застилают. Вдруг окликнул кто-то. Смотрит, Ульянка, тетя Катина дочка. Тетя Катя ее так называет и Егорка, но только про себя, а так тетей Ульяной. Она ученая, в городе на учительницу училась. Егорка у нее будет учиться в 1 классе. Ой, не будет теперь. Еще пуще мальчишка заревел, а как Ульянка его обняла, то и вовсе зашелся слезами. И про тетку Зойку, и про то, как папка побил, и что бабушка приезжала, а папка не отдал их, и как Олька в него вцепилась, и как хотел у нее, тети Ульяны, учиться. А ну идем. Нахмурила брови Ульянка, домой к себе привела. Тете Кате что-то сказала, та руками всплеснула. Оставила Егорку, а сама в избу к ним пошла. Ох, и кричала Ульянка. Ольку сначала привела к тете Кате, прямо из рук теткиных Зойкиных вырвала, а потом такое было, папку по щекам нахлестала, тетки Зойкины перины до подушки повыкидывала. «Что ты делаешь?» — кричит папка. «Мне как с детьми жить одному? Им мамка нужна!» «Мамка!» — кричит Ульянка. «Мамка, а не баба гулящая, из-за которой ты на дитя родного руку поднял, Ирод! Где Егорушка у тебя?» «Дома», — говорит папка. «Дома? А ну иди, найди, Ирод!» «Егор, Егорушка!» — зовет папка так, что слышно в соседнем дворе, а Егорка за тетю Катю прячется, не хочет домой идти. «Что, нашел? Как проспишься, так поговорим». Развернулась и пошла. «А что?» — кричит папка. «Может, ты пойдешь за вдовца с 2 ребятишками замуж, раз умная такая?» «А может, и пойду», — кричит Ульянка. «Проспись сначала, жених». Накормила тетя Ульяна ребятишек, спать положила, даже сказку прочитала. Давно Егорка перед сном не слышал сказок, притворился, что спит. Ульяна посмотрела на детишек, поправила одеяло и тихо вышла из комнаты. «Вот бы Ульянка стала нашей мамкой», — шепчет, засыпая Егорка, лежащий рядом Ольке. «Мама», — лопочет Олька, — «мама». Пошел в школу Егорка, в 1 класс, 1 сентября. Вел его за руку гордый папка, чисто выбритый, в новом костюме. Нес на руках крутящуюся нарядную Ольку. Гордо вышагивал Егорка в любимую школу, в любимый класс, к любимой учительнице. Весь вечер учили, что мама не мама вовсе, а Ульяна Сергеевна. «Мама, мама, мамочка», произносит тихонько Егорка милое слово, которое, кажется, целую вечность никому не говорил. «Мамочка,
Подходит он к ней на перемене. «Мамочка!» «Да, солнышко?» «Мама, мамочка!» — говорит мальчик и прижимается к своей маленькой маме. «Мамочка!» — обнимает Ульяна Сергеевна своего сыночка и смотрит поверх головы его ласково. Как уж мать с отцом отговаривали, куда там, уперлась, пришлось отступить. «Смотри, Мишка!» — сказал отец Ульянкин. «Если что, на одну ногу встану, а за другую дерну». Не забывал Егорушка и маму Машу, только со временем образ тускнел. Мама с папой еще братика и сестричку им с Олькой родили. Дружно проживали жизнь свою Ульяна с Михаилом. Всех детей вырастили, выучили, не поругались ни разу у детей на глазах. И дети так свои семьи строили, чтоб в уважении было, до любви. Теперь уже внуки и правнуки по заветам их живут. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.